Сила, выносливость и умение работать в команде – пожалуй, главные отличительные черты волков. Однако у каждой стаи есть признанный лидер, способный организовывать охоту, выстраивать социальные связи и защищать своих подданных от врагов. Получить это звание невероятно сложно, а лишиться статуса проще простого, ведь на место вожака всегда найдутся желающие. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой», и тема сегодняшнего выпуска – альфа-волки. Альфа-волк или вожак – признанный лидер в сплоченном коллективе хищников, и на его плечах лежит множество обязанностей, чрезвычайно важных для процветания стаи. Первостепенной задачей волка номер один становится контроль поведения остальных членов группы, ведь поддержание дисциплины – залог здоровых отношений в социуме. Именно главный волк формирует и поддерживает иерархию внутри стаи, ведь четкое разделение обязанностей помогает избежать ненужных конфликтов и выяснения отношений. Для этого им используются как положительные эмоции, так и агрессивные методы, ведь порой это единственный способ указать нижестоящему в ранге волку его место. Ключевая роль отводится вожаку и во время охоты. Именно он чаще всего является координатором и разрабатывает стратегию. Как самый опытный и мудрый, лидер способен грамотно оценить обстановку и выбрать наилучший момент для атаки. Грамотная организация нападения позволяет застать добычу врасплох, а эффективное распределение волков по позициям помогает завершить погоню с минимальными потерями драгоценной энергии. Вожак, как никто другой, понимает, что лишь совместными усилиями получится справиться с заметно превосходящими в размерах животными, а успешная охота – залог выживания стаи. Следующим пунктом обязанностей альфы является защита территории. Вместе с соратниками он активно помечает границы владений, сигнализируя соседям о своем присутствии. Богатые охотничьи угодья часто становятся предметом спора, и вожак готов рисковать собственной жизнью ради благополучия стаи. Нередко именно битва за владение становится для альфа-волка последней в жизни, ведь именно он является главной мишенью вражеской группы. Если же стая противника заметно превосходит в численности, грамотный лидер принимает решение отступить, ведь порой лучше поискать менее привлекательные земли, чем рисковать жизнями своих подданных. Наконец, в большинстве случаев лишь альфа-пара имеет право на продолжение рода. Такой подход позволяет поддерживать генетическое разнообразие, а также наделяет потомство лучшими генами и чертами, которые наследуются у преуспевших родителей. К тому же альфа-волк принимает активное участие в воспитании потомства, стараясь передать ценные знания и богатый опыт, что помогает малышам быстрее обрести самостоятельность и стать полноправными членами стаи. Получается, альфа далеко не простая, но тем не менее очень желанная должность в стае. Какие же есть способы, чтобы стать вожаком? В первую очередь наследственность. В некоторых ситуациях, когда альфа-волк умирает или покидает стаю, молодые волки, перенявшие все тонкости охоты и взаимодействия с себе подобными, могут претендовать на место своего отца. Другой способ – прямая конкуренция. Полный сил волк из стаи или даже пришлый одиночка может бросить лидеру вызов. Схватка рискует стать очень напряженной, ведь ради победы соперники применяют всю свою силу, и порой противостояние может стать фатальным для одного из участников, ведь даже небольшая травма способна лишить волка мобильности, а его, как говорится, ноги кормят. Однако в этом деле физических данных может быть недостаточно. Зачастую более опытный волк знает хитрые приемы, которые помогают перехватить инициативу. Поэтому нередко молодые и вспыльчивые особи уступают пожилому, но закаленному в битвах лидеру стаи. Другой способ завоевать доверие приближенных – проявлять инициативу, показывать уверенность, умение охотиться и защищать семейство. Активные действия помогают поднять авторитет среди членов группы, что может пошатнуть место текущего вожака.
Также бывают случаи, когда несколько особей сообща оказывают давление на альфу, заставляя его усомниться в своей власти. Обычно такие ситуации происходят, когда действия вожака кажутся членам стаи неэффективными. Например, в случае неудачной охоты, при неверной оценке угрозы или построении неправильных с точки зрения других маршрутов. Поэтому, пользуясь моментом, инициативные особи могут попытаться занять его место, а в некоторых случаях даже попробовать изгнать из стаи. И, наконец, еще один способ стать вожаком – покинуть стаю, чтобы основать свою собственную. Это наиболее эффективный, но невероятно сложный путь, требующий немалой решимости, ведь чтобы возглавить или хотя бы присоединиться к другой стае, нужно долгое время скитаться в одиночку, а добывать пищу без поддержки себе подобных – тяжелый труд, и далеко не каждому суждено осуществить задуманное. Получается, способов стать альфой немало, но все они требуют храбрости, выносливости и сообразительности. К тому же потерять статус порой намного проще, чем кажется, и существует немало причин, по которым альфа может утратить влияние. Самое очевидное из них – старость. Однако из-за конфликтов с соседними стаями, вследствие опасной охоты, тяжелых травм или болезней вожаки не часто доживают до почтенного возраста. В любом случае, физическое состояние играет ключевую роль, и когда альфа становится менее эффективным в привычных делах, на его место рано или поздно находятся более активные желающие. Альфа-волк должен проявлять себя не только в силе, но и в социальных навыках. Поэтому, когда глава стаи избегает общения или проявляет излишнюю агрессию, это может вызвать недовольство среди других особей. И когда их число увеличивается, вожак рискует потерять свое место. Если главный волк проявляет слабость, становится слишком мягким и не может поставить на место дерзких выскочек, его репутация стремительно падает, что также может привести к смене руководства. Бывает и так, что альфа решает покинуть стаю самостоятельно. Это может быть связано с конфликтами внутри группы или желанием найти новых партнеров. Таким образом, быть лидером стаи – нелегкий труд, требующий постоянной поддержки физических и социальных навыков. Далеко не каждому по силам возглавить себе подобных, и лишь самые смелые, хитрые и находчивые получают шанс вести серых соратников в светлое и сытое будущее. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!